Весы! Здравствуйте, дорогие мои! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, а это ваш астрологический прогноз на следующую неделю с 25 по 31 марта. Чем может нас порадовать последняя неделя первого весеннего месяца? Давайте поскорее узнаем. Наливайте чай или кофе, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали. Мы начинаем! Понедельник, вторник и среда. Луна окажется в вашем воздушном знаке зодиака Весы, в первом доме гороскопа. А это говорит о том, что все 3 дня вы будете сконцентрированы на себе, на своей внешности, на своей фигуре, на своем гардеробе, как вы выглядите, а как вас видят окружающие. Вы будете анализировать в течение этих дней свои поступки, свои действия, свои решения, а может даже подстраиваться под кого-то будете. Но самое главное, что внимание все-таки вы будете уделять себе, а это немаловажно. Во-первых, вы захотите что-то изменить во внешности, прическу, может быть, будете думать, что вот все, весна пришла, нужно снимать шапку и приводить свои волосы в порядок. Либо к косметологу запишитесь, будете делать какие-то инъекции, уход какой-то, может, будете себе прописывать или выписывать, спортом начать заниматься, либо вернуться к каким-то, не знаю, в спортзал вернуться, к каким-то специальным упражнениям вернуться, которые вы вот в прошлом году, к примеру, запустили, либо к которым вы долго готовились, но никак не могли к ним приступить. Вот сейчас, с понедельника по среду, запасайтесь энергией, запасайтесь йогуртами и вперед из песни, занимайтесь своим телом. Также первый дом — это когда мы проявляем свои таланты, какие-то способности скрытые. Поэтому здесь весы. С понедельника по среду, если что-то вдруг у вас загорится, какая-то идея, вот просто как лампочка, ловите ее тут же и старайтесь ее куда-то записать или даже сразу реализовывать, потому что именно в этой идее может скрываться ваш талант, который дан вам с рождения. Вот просто продолжайте этим заниматься. А если вы уже знаете свой талант и вы уже его развиваете, то с понедельника по среду у вас появится возможность что-то новое привнести в свое хобби, в свое творчество. Это замечательно. Ну и первый дом — это также адаптация к новой обстановке. Возможно, кто-то вас попросит выйти, не знаю, там, за коллегу, на работу в другой отдел, и вы быстро адаптируетесь, вы быстро найдете общий язык с людьми. Либо вы попадете в компанию с понедельника по среду, в какую-то новую, может быть, друзья вас куда-то приведут, или кто-то вас с кем-то познакомит, и вы сразу найдете общий язык. Поэтому здесь, весы, дорогие, не переживайте. Также, когда Луна в вашем знаке зодиака, у вас обостряется чувство к красоте. Вы можете что-то дизайнерское делать своими руками, handmade. Или, может быть, вы будете помогать кому-то делать что-то своими руками. Быть некой музой такой для кого-то. Либо вы будете что-то приобретать, что-то такое очень эксклюзивное, какую-то вещь, может быть, для себя или для дома, для интерьера. Поэтому здесь, дорогие воздушные весы, с понедельника по среду будьте открыты к творчеству. Муза вас посетит, либо вы сами станете музой. Четверг и пятница, дорогие весы, Луна в знаке зодиака Скорпион, в вашем втором доме гороскопа, в доме трат и доходов. Вот здесь, когда Луна находится в этом знаке зодиака, в Скорпионе, усиливается какая-то активность, вы захотите больше зарабатывать денег. Это то, что вы сейчас зарабатываете, это мало. Либо вы захотите зарабатывать на своем творчестве, либо вы захотите зарабатывать вообще в другом месте. Может быть, вы будете готовить пути отступления от вот этой работы к другой работе. Может быть, будете менять работу. Может быть, будете выходить на подработку в совершенно другую сферу. Поэтому здесь все как вы запланировали, так и получится. Главное вот прям пошагово продумать каждое свое действие. Затем Луна в Скорпионе проявляется агрессивность, нетерпимость, чувствительность к обидам возрастает. Кто-то может вас задеть, что-то вам сказать по поводу, не знаю, вашей внешности, потому что по второму дому все, что касается самооценки. Может быть, кому-то что-то не понравится, как вы одеваетесь, или какая у вас прическа, или какой у вас макияж. Что-то может кто-то сказать: фи, как ты выглядишь не так. Поэтому здесь, дорогие весы, поставьте обидчика на место, не бойтесь отстаивать свою позицию, отстаивать себя, сказать: да иди ты знаешь куда, дорогая ты моя, или дорогой ты мой. Я прекрасно выгляжу и замечательно себя чувствую. До свидания. Аривидерчи. И тогда любая агрессивность и нетерпимость и как рукой снимет. Луна в Скорпионе также это
сомнений, недоверия к каким-то людям, какой-то ситуации. Может быть, что-то в вашу жизнь придет в течение четверга и пятницы, может быть, какие-то бумаги придут. Пожалуйста, читайте все, особенно то, что написано мелким шрифтом. Ну и второй дом — это также ваши накопления. Что-то будет касаться ваших накоплений. Может быть, придется открыть эту кубышку и потратить деньги на что-то, что вы давно хотели. Может быть, вы уже накопили, либо будете откладывать на какую-то новую цель. Организуйте какую-то свою маленькую какую-то баночку, куда вы будете складывать вот на определенную цель в вашей жизни. Поэтому здесь весы, четверг и пятница, все, что касается денег, все, что касается самооценки, все, что касается каких-то людей, которым вы не доверяете. Будьте, пожалуйста, повнимательнее и вообще лучше вообще никому не говорить, на что вы копите и что вы планируете делать со своими деньгами. Выходные дни, суббота и воскресенье, Луна в знаке зодиака Стрелец в третьем доме гороскопа. А это преувеличение своих сил и возможностей в плане каких-то договоренностей. Потому что третий дом — это все, что связано с договорами, с контрактами. Вы можете кому-то что-то пообещать, написать даже это письменно, что да, я это выполню, или подписаться под какими-то обязанностями, что да, я согласен или согласна это выполнять. А в конце концов поймете, что это вообще не ваше, что вы вообще не хотите этим заниматься. Либо, может быть, у вас появится какая-то возможность куда-то отправиться, в какую-то поездку за город, на дачу, в командировку по третьему дому. Вот здесь вы тоже можете согласиться: да, я поеду, пожалуйста, я могу, я хочу. А потом поймете, что все-таки вот не собран чемодан, голова болит, а вообще у меня там ребенок дома с температурой лежит, какая мне командировка. Поэтому здесь, прежде чем соглашаться на какие-то новые обязанности или на какую-то просьбу, если вам кто-то придет за просьбой «помоги», пожалуйста, подумайте, весы, действительно можете помочь или нет, расставьте все свои приоритеты. Третий дом — это общение, это коммуникация, здесь какой-то оптимизм у вас может проснуться, вы можете больше говорить с людьми, вы захотите больше встречаться с кем-то, особенно с теми людьми, которые вас поддерживают и принимают такими, какие вы есть. Вот прям захочется в субботу и воскресенье быть в кругу друзей, в кругу близких. Особенно, может быть, захотите встретиться с братом или сестрой по третьему дому и с ними как-то провести эти выходные. Будет замечательным решением. Затем, Луна в Стрельце — это состояние, когда плохо проживаются какие-то ограничения, которые на вас накладывает либо обязательства, либо закон, либо какие-то денежные вещи. Вот вы что-то хотите, но не можете, потому что что-то вот вас связывает. Какая-то, может быть, действительно обязанность, может быть, дома. Вы не можете дом покинуть, вы хотите потусить, вы хотите куда-то полететь, уехать, переехать, но вот что-то вас пока что сковывает, не дает вам сделать шаг вперед. Вы это почувствуете в выходные дни и будете предпринимать какие-то действия или решения, чтобы вот эти оковы, эти ограничения сбросить. И третий дом — это новости. В субботу и воскресенье придет какая-то информация, которую вы давно ждали, либо придет какая-то бумага, которую вы давно ждали, может быть, заявления какие-то писали куда-то, и сейчас придет какой-то ответ. Может быть и такое. Ну и Луна в Стрельце — это состояние, когда вы будете достаточно прямолинейны, дорогие весы. Вот что думаете, то и скажете в субботу и воскресенье. Пофигу вообще, кто перед вами: начальник, уборщица, ребенок, тетя, бабушка. Вот что думаете, то и выпалите. Поэтому, пожалуйста, прежде чем говорить что-то, вот то, что, не знаю, вас раздражает, или что-то человек делает не так, подумайте, как сформулировать таким образом, чтобы не обидеть человека, чтобы он понял, чего вы хотите, но через какие-то слова, которые не затронут его душу, вот можно так выразиться. Поэтому здесь, дорогие весы, в выходные дни общайтесь с друзьями, с людьми, которые вам нравятся, которые вас поддерживают. И также любые бумаги читайте, конкретно прям читайте, погружайтесь в смысл всего, что написано, чтобы вас не обманули. Дорогие, милые мои весы, я хочу пожелать вам на следующей неделе оптимизма. Заряжайтесь им. Весна приходит, солнце будет намного больше. Впускайте его в свое сердце, в свою душу, пусть оно вас греет. Одиноким весам я желаю познакомиться с интересным человеком, а вот те люди, которые уже в браке или в отношениях, сохраните свой очаг. Старайтесь друг друга поддерживать, и все тогда получится, и вы справитесь со всеми невзгодами
в жизни. Спасибо большое всем за просмотр, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали, и пишите свои комментарии под этим видео, я с удовольствием их почитаю. Еще раз, дорогие весы, оптимизма и крепкого здоровья, без него никуда. Всем до свидания.